пещере каменной нашли источник тока. Приветствую вас, друзья! С вами все тот же Александр Щербин. Продолжаем наше погружение в нирвану схемотехники. Источник тока. Нет, это не блок питания. Это активный элемент, ток которого не зависит от сопротивления нагрузки. Кроме того, у идеального источника тока бесконечное выходное сопротивление. Источник тока обозначается вот таким символом. Подробно об источнике тока я уже рассказывал. Как обычно, обращаем внимание на подсказки. Я уже подробно разобрал работу этого источника тока. Узнаете? Каскад с общим эмиттером. Только тут мы не усиливаем сигналы. Мы используем полезную особенность этого каскада – большое выходное сопротивление. Оно может достигать десятков мегаом. Для чего же нужны источники тока? Трудно представить современную схемотехнику любого усилителя без источника тока. Помните, коэффициент усиления по напряжению у каскада с общим эмиттером зависит от величины сопротивления резисторов цепи коллектора и сопротивления нагрузки. Чем больше, тем выше коэффициент усиления. Увеличивать сопротивление коллекторного резистора до бесконечности мы не можем. По закону Ома уменьшится коллекторный ток, а от него зависит и коэффициент усиления, и режим работы транзистора. Однако выход есть. Теперь для того, чтобы повысить коэффициент усиления каскада с общим эмиттером до нескольких тысяч раз, можно заменить резистор в цепи коллектора на источник тока. И режим транзистора остался без изменений, и почти бесконечное дифференциальное сопротивление в цепи коллектора. В результате коэффициент усиления максимален – несколько тысяч раз. Теперь усовершенствуем эту схему. Увеличим коэффициент петлевого усиления для отрицательной обратной связи с помощью еще одного каскада с общим эмиттером. Такая схема имеет уже выходное сопротивление с десяток мегаом. Очень часто бывает нужно иметь два источника тока, у которых токи пропорциональны один другому. Обычно требуются одинаковые. Это схема токового зеркала. Токи в плечах будут пропорциональны отношению сопротивления этих резисторов. При их равенстве токи также будут равны. Очень часто, почти всегда, вместо этого диода используют точно такой же транзистор в диодном включении. Причем эта схема будет работать даже при закороченных эмиттерных резисторах, так как первый транзистор никогда не сможет войти в режим насыщения из-за того, что напряжение коллектор-эмиттер равно напряжению на базе, это примерно 0,7 вольта, что практически всегда больше напряжения насыщения коллектор-эмиттер. Ну что, транзисторы ушли в насыщение? Акстись, тут такое конференция, симпозиум, однако. Да, для зимы самое то. Ну-ка, что тут у тебя? Смотри, что покажу. Масоны? Лучше. А это что у тебя, хакер? Вебка включена? Твоюшка Напатина. Да они все видели. Может, их там всех шлепнуть? Подожди, у меня идея получше. Раз уж вы там все видели, то придется вам принять участие в нашем симпозиуме. Онлайн университет Skillbox проводит бесплатную конференцию по профессиям будущего. Программирование, киноиндустрия, дизайн, разработка игр и... Посмотрите сами, какое разнообразие! Мастер-класс по созданию киношных спецэффектов. Как стать Python или Java разработчиком. Даже гейм-дизайн. Лучшие спикеры, эксперты индустрии из Microsoft, Яндекса, Mail.ru, Wargaming и других флагманов цивилизации. Среди участников конференции проводится розыгрыш MacBook Air, iPhone и наушников AirPods. Как тебе? Мне нравится. А вот твои зрители – взрослые люди, у них профессия.
И вообще, это наша конференция. Мы ее первые нашли. Да ладно тебе, у тебя уже самой 2 профессии, а ты еще на скиллбоксе на мобильную фотографию записалась. Так что учиться нужно всегда и всем. А сейчас как раз самое подходящее время. И, кстати, начинать новое дело никогда не поздно. Так что прекращайте хотеть. Начинайте делать. Записывайтесь на бесплатные мастер-классы в онлайн-университете Skillbox. Ссылку сами знаете, где найти. Ссылка в описании. Skillbox. Сейчас и навсегда. И все-таки нужно было их шлепнуть. Вы еще живы? Это хорошо. Продолжим. Где нам пригодится токовое зеркало? Конечно же, в дифференциальных каскадах. Дифференциальный каскад – это основа операционных усилителей. Теперь мы заменим все кружочки, символизирующие источники тока, на реальные источники тока. В качестве эмиттерного поставим такой. А так как в коллекторных цепях токи должны быть равны, то мы поставим токовое зеркало. Обратите внимание на структуры транзисторов. Они должны соответствовать полярности питающего напряжения. В VT3 и VT4 токового зеркала здесь должны быть структуры PNP. В этой схеме есть ошибка оформления. Нумерация всех элементов в схеме должна быть сверху вниз и слева направо. А тут, как мне было удобнее для эволюции схемы. Итак, еще раз я обведу части схемы. Транзисторы дифференциального каскада, источник тока в эмиттерной цепи и токовое зеркало. Теперь на очереди 2 элементарные схемы составных транзисторов. Схема Дарлингтона используется для увеличения коэффициента передачи тока транзистора. Для схемы Дарлингтона он определяется таким простым выражением. Как тут видно, 2 последними слагаемыми можно пренебречь, и тогда коэффициент передачи тока с очень большой точностью равен произведению коэффициентов передачи тока отдельных транзисторов. По такой схеме можно включать несколько транзисторов, однако увлекаться наращиванием не стоит. Это ухудшает скоростные свойства такой схемы. Для уменьшения времени рассасывания зарядов обычно ставят дополнительный резистор. Некоторые транзисторы уже внутри корпусов имеют схему Дарлингтона. Иногда на принципиальных схемах составные транзисторы обозначают таким символом с двойным коллектором. Обратите внимание, что у составного транзистора напряжение на базе уже будет не 0,7 вольта, а дважды по 0,7 или трижды по 0,7, если транзистор в 3. Схему Дарлингтона можно сделать с полевым транзистором. Ее удобно применять в схеме истокового повторителя, так как одиночный полевик в схеме повторителя имеет коэффициент передачи по напряжению около 0,8, что довольно мало, и не такое уж низкое выходное сопротивление. Все это из-за меньшей по сравнению с биполярным транзистором крутизны характеристики. Но спасает схема Дарлингтона. Вторая схема составного транзистора – схема Сиклай. На русском обычно произносят схема Шиклая, но я сторонник оригинального произношения имен собственных. Это венгерская фамилия, поэтому схема Сиклай. Ее еще называют комплементарной схемой Дарлингтона. Коэффициент передачи схемы Сиклай можно вычислить по этой формуле. Она совсем немного отличается от формулы для схемы Дарлингтона. Для схемы Сиклай также можно считать, что коэффициент передачи тока равен только произведению коэффициентов передачи тока отдельных транзисторов. Теперь, друзья, на первый взгляд противоречивая схема, но в ней есть большой смысл. Вот она. Это последовательное соединение каскада с общим эмиттером и каскада с общей базой. Такой усилитель называется каскодным. Так странно он называется, потому что в 1939 году 2 изобретателей и инженеров Фредерик Хант и Роджер Хикман при обсуждении усилителя, который был составлен из каскада с общим катодом и каскада с общей сеткой, почти в шутку договорились сократить довольно длинное описание этой схемы до составного лингвистического обрубка. На русском языке его тоже можно представить точно так же.
каскадное соединение триодов с одинаковыми характеристиками, в результате гораздо менее шумящее, чем одиночный пентод. Все, что в скобках, убрали, и получилось слово «каскод». Всем понравилось? Мне тоже. Мы знаем, что выходное сопротивление каскада с общим эмиттером очень большое. А мы тут вдруг его соединяем с очень низкоомным входным сопротивлением каскада с общей базой. На первый взгляд это как-то нелогично. В результате первый транзистор не усиливает сигнал. Его коэффициент передачи равен единице. Вернее, минус единице. Он инвертирует сигнал. Все усиление по напряжению происходит на втором транзисторе, включенном по схеме с общей базой. Коэффициент усиления каскодного усилителя точно такой же, как и обычного каскада с общим эмиттером. Он равен ток коллектора, умноженное на сопротивление коллекторного резистора, деленное на температурный потенциал. С одним отличием. Каскод не инвертирует сигнал. Поэтому коэффициент усиления со знаком плюс. Зачем же такие сложности, если выигрыша нет? Оказывается, есть. Выигрыш в довольно значительном увеличении граничной частоты усиления. Именно из-за того, что первый каскад с общим эмиттером работает с единичным коэффициентом усиления, сводится на нет эффект Миллера. Эффект Миллера – это увеличение эквивалентной входной емкости инвертирующего каскада, пропорциональное коэффициенту усиления плюс единичка. Это происходит из-за отрицательной обратной связи через емкость коллектора база. А каскодная схема не инвертирует сигнал. Следовательно, Миллера навертела на эмиттере. Каскодные усилители обычно применяются в высокочастотной схемотехнике и в скоростных операционных усилителях. Операционный усилитель. О нем я очень подробно рассказывал в фильме «Балансный вход», поэтому сейчас только вкратце напомню основные положения. Идеальный операционный усилитель имеет следующие свойства. У него есть два входа – инвертирующий и неинвертирующий. Входное сопротивление обоих входов равно бесконечности. Выходное – нулю. Коэффициент усиления для дифференциального сигнала равен бесконечности, а для синфазного – нулю. Это три основные схемы включения операционных усилителей. Инвертирующий усилитель, неинвертирующий усилитель и частный случай неинвертирующего усилителя – повторитель. Реальные современные операционные усилители довольно близки к идеальным, поэтому все эти формулы для коэффициентов усиления справедливы с очень большой точностью. Коэффициент подавления синфазного сигнала – сотни и больше децибел. Теперь усилители мощности, или просто мощные выходные каскады. Обычно они имеют единичный коэффициент усиления по напряжению и большой по току. В качестве усилителя мощности можно использовать обычный эмиттерный повторитель. Но он имеет существенный недостаток. Он должен работать только в классе А, то есть без отсечки, и максимальный ток в нагрузке ограничен сопротивлением эмиттерного резистора. Из-за этого его КПД не превышает 6%. О классах усиления я очень подробно рассказывал в фильме «Классы усилителей». 6% маловато будет. Максимальная синусоидальная мощность такого каскада при согласованной нагрузке будет равна У питания в квадрате, деленное на 8 сопротивлений резисторов к цепи эмиттера. Как я уже сказал, в такой схеме мощность нагрузки ограничена током, который протекает через эмиттерный резистор. Убрать его можно. Для этого мы заменим его еще одним эмиттерным повторителем на комплементарном транзисторе. Если мы подберем напряжение смещения, которое будет соответствовать классу B, то есть каждое плечо будет усиливать одну полуволну синусоидального сигнала, то КПД такого каскада может достичь 78% и мощность уже будет равна У питания в квадрате, деленное на 2R нагрузки. А сейчас настал момент применить наши знания на практике. Вы вполне готовы для того, чтобы разобраться, как работает усилитель Линна. Это оригинальная схема 1956 года. До сих пор популярна среди радиолюбителей. Мы сразу узнаем все каскады. Первый каскад выполнен на транзисторе V1 по схеме с общим эмиттером.
Его коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи равен току коллектора, умноженного на суммарное сопротивление резисторов R3, R4 и RT и поделенные на температурный потенциал. Ток коллектора можно рассчитать по закону Ома. Напряжение на коллекторе транзистора V1 будет равно напряжению на выходе, а это обычно половина напряжения питания, минус напряжение на переходе базоэмиттер транзистора V4. Ток коллектора равен около 5 мА. Тогда коэффициент усиления равен около 730 раз. Не пугайтесь такому большому значению. Все верно. Это усиление без обратной связи. У нашего первого каскада отрицательная обратная связь по переменному току также убрана. Эмиттерный резистор R5 закорочен емкостью C2. Конечно, в голом виде такой усилитель будет иметь очень большие нелинейные искажения, но в схеме, охваченной общей обратной связью, будет все нормально. Усилитель мощности выполнен на комплементарном эмиттерном повторителе. Верхнее плечо по схеме Дарлингтона, нижнее на V4 и V5 по схеме Сиклои. Режим работы всего усилителя сильно зависит от величины сопротивлений R1 и R2. На выходе усилителя должно быть напряжение, равное половине напряжения источника питания. Чем больше сопротивление R1, тем больше постоянно составляющая на выходе. Я бы поставил последовательно с этим резистором подстроечный резистор с сопротивлением около 10 кОм, а R1 уменьшил бы до 33 кОм. С помощью подстроечника можно было бы регулировать симметрию усилителя. Ток покоя выходного каскада устанавливается величиной терморезистора RT. Этот терморезистор нужно закрепить на радиаторе выходных транзисторов, так, чтобы он имел с радиатором хороший тепловой контакт. При нагреве выходных транзисторов сопротивление терморезистора уменьшится, и ток покоя будет стремиться в меньшую сторону. Получается отрицательная обратная связь по температуре. Теперь разберемся с другими обратными связями. Местная отрицательная обратная связь, обеспечивающая стабилизацию режима работы первого каскада, резистор R5. Его величина не критична, может быть до 300 Ом. Положительная обратная связь через конденсатор C3 и делитель напряжения на R3 и R4. Ее еще называют вольт-добавкой. Она увеличивает коэффициент петлевого усиления для общей обратной связи и в качестве бонуса дает небольшой довесок к КПД. Теперь разберемся с общей обратной связью. Для этого мы нашу схему представим в виде операционного усилителя. Наш усилитель инвертирующий, потому что первый каскад инвертирует сигнал, второй на комплементарном повторителе не инвертирует. Теперь мы нарисуем резисторы цепей обратной связи, которые определяют общий коэффициент усиления по напряжению. Это R1, R8 и C5. Конденсатор C5 ограничивает полосу усиления для того, чтобы избежать самовозбуждения. R2 параллельно входу. Так как наш усилитель не является операционным усилителем, его входное сопротивление небольшое. Рисуем его на схеме. Внутреннее сопротивление источника сигнала RI. И подставляем все эти значения в формулу коэффициента усиления. И что мы видим? Тут есть одна неприятность. Коэффициент усиления по напряжению зависит от внутреннего сопротивления предыдущего каскада. Чем оно меньше, тем больше коэффициент усиления, меньше глубина обратной связи и, соответственно, больше нелинейные искажения. Частично устранить этот недостаток можно, поставив последовательно с разделительным конденсатором C1 резистор с сопротивлением около 1 кОм. На первый взгляд тут немного нелогично соединять параллельно R1 и R8, общее сопротивление которых определяют коэффициент усиления. Можно было бы выбросить R8 и рассчитать сопротивление одного резистора R1. Однако такое решение убивает двух зайцев. Во-первых, можно независимо выбирать глубину обратной связи на постоянном токе и на звуковых частотах. То есть подобрать режим работы усилителя, а коэффициент усиления на звуковых частотах можно менять, не влияя на режим по постоянному току. Вы можете поставить вместо R8 подстроечный резистор и менять коэффициент передачи усилителя. А во-вторых, такое решение позволяет немного уменьшить бабах из-за зарядки разделительного конденсатора C4 при включении питания.
Если вы решите повторить этот усилитель, то выходной каскад нужно сделать симметричным. Оба плеча либо по схеме Дарлингтона, либо оба по схеме Сиклай. Это в 1956 году не существовало мощных комплементарных пар транзисторов и приходилось засаливать огурцы в ванне. А сегодня, здесь вышел в коридор и, в общем, нет такой заморочки. Транзисторы есть какие захотите. Некоторые радиолюбители считают, что разделительный конденсатор на выходе C4 вносит искажение. Да. Он ограничивает АЧХ на низких частотах. Его величина должна быть очень большой, несколько тысяч микрофарад. И чем ниже сопротивление колонки, тем большая должна быть емкость. Нелинейные искажения емкость не вносит. Разве что вы специально найдете какой-нибудь бракованный нелинейный конденсатор. Единственный минус разделительного конденсатора – габариты. Но если переходить на двухполярное питание, то количество конденсаторов увеличится вдвое. Так что тут получается так на так. Зато плюс схемы с разделителем конденсатором – не нужна защита громкоговорителей от постоянной составляющей на выходе при каких-нибудь неисправностях. Еще пару минусов этой схемы. Она довольно чувствительна к частоте питающего напряжения, и температурная стабильность все же оставляет желать лучшего. Но большие радиаторы могут слегка компенсировать последний минус. Схема Линна, несмотря на свои недостатки, проста для повторения и легка в настройке. В основе практически всех аналоговых усилителей низкой частоты лежит схема Линна. Я в детстве собирал такую схему еще на германиевых транзисторах, на MP42, MP38. На выходе были P214. Я подбирал парой по статическому коэффициенту усиления тока базы. Там нужно было иметь очень много транзисторов, потому что разбросы были очень большие. Это сегодня транзисторы даже из разных партий практически одинаковые. Да уж, прогресс, однако. Сейчас перерыв до следующего выпуска. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Обязательно поделитесь видео в соцсетях. В следующий раз мы с вами нарисуем схему поинтереснее. А потом у нас будет практика. А то все теория. С вами был Александр Щербин. Познавайте мир. Пока.